Сегодня поделюсь двумя интересными и вкусными рецептами кабачков на зиму, один из которых будет без уксуса, без сахара. Мы его называем вместо огурцов. Попробуйте, уверена, вам понравится. Так что привет, друзья, с вами Ух ты Кухня и начинаем. Берем наш урожай. Можно взять как обычные кабачки, нам привычные, так и зеленые цукини. Поехали, Сережа. Кабачки беру молоденькие, красивые, кожицу снимать не буду, она очень нежная. И нарезаю на вот такие вот пятаки. Если кабачок сильно широкий, хозяюшки, сейчас покажу. Можно вот так вот пополам и вот так. И в баночку больше поместится, и удобно, и красиво. И сразу же нарежу чеснок. Вот на такие кусочки. Можно и целым бросить, но тогда не так ароматнее. Все-таки, когда он разрезан, он же пахнет, аромат дает. Так, для начала достаточно. Банки. Есть? Конечно же, понадобится укроп. Это могут быть как веточки укропа, как зонтики, или, как у меня, хозяюшки, палочки из морозилки. Да, делала пасту зеленую и решила палочки оставить, потому что с укропом у нас напряженка. В каждую баночку по 2-3 зубка чеснока, уже нарезанного. По одному небольшому листочку лаврушки. Горсть, вот такой вот, штучек 15 черного перца горошком в каждую банку. И настоятельно рекомендую добавить гвоздику, хотя бы 1 бутон. Если не любите гвоздику, можете не добавлять. Тоже получится очень вкусно. Я проверяла в прошлом году. Ну и все. Наполняем баночки кабачками. Люблю этот процесс, потому что они очень хорошо укладываются, их много входит. Не то что огурцов. Банки объемом 700 мл у меня. Вот еще чем мне нравятся эти половинки. Можно напихать побольше. Они хорошо помещаются, хорошо укладываются и просто отлично. Смотрите, какая прелесть. Еще вот так вот делаю. И заливаю кипятком. Сразу крышку сверху. Оставляю на 10 минут, чтобы прогревались. А мы займемся вторым рецептом, друзья мои. Вкусные, полезные, хрустящие кабачки. По вкусу, муж сказал, они очень напоминают огурцы. Не знаю, я даже летом их делаю, с удовольствием ем. Это уже вторая банка, заканчивается. Как же это вкусно! Никакого уксуса, никакого сахара, только натуральное брожение. Покажу, как закрыть их и на зиму. Даже в салат можно. Никто не отличит, что это кабачки. Берем те же кабачки или цукини. Я беру зеленое в этот раз, потому что хочется мне, чтобы они прям реально были похожи не только по вкусу, но и по виду на огурцы. Так проделываю со всеми кабачками. Можно даже добавить и такой светленький. Тоже вкусно, проверено годами. Я люблю добавить морковь, но это, хозяюшки, по желанию. Если не любите морковку в консервации, не добавляйте. А если любите, добавьте. Она тоже получается очень вкусная, хрустящая, пряная, бесподобная. Попробуйте. Также чесночок нарубим. А так, быстро, просто, хаотично. Берем банки. Я на такие вещи, хозяюшки, банки не стерилизую. Просто мою хорошо с содой. Есть, да? Итак, в каждую баночку лавровый листик небольшой. Также примерно по 2 зубка чесночка уже нарубленного. Моркови по чуть-чуть. Душистый перец горошком по 4 штучки. Черный перец горошком штучек по 10. Конечно же, укроп. Можно веточки, палочки, что есть. Я уже об этом рассказала ранее. И, хозяюшки, понадобятся листья хрена. Но так как хрена у нас не найти, его можно заменить на листья винограда или дуба. В них содержатся те же дубильные вещества. Все, по 2 листика в каждую баночку.
Все, наполняем кабачками. Можно немножко таких, немножко таких. Хорошо набиваем баночки. Между кабачками еще можно немного моркови добавить. Как я сказала, она очень вкусная. И красиво смотрится в баночке. Конечно же, для себя сделаю баночку, друзья. У меня уже заканчивается. И сразу делаю большую. Все то же самое. Люблю такие заготовки. Все накидал в банку и готово. Ну красиво же! А как полезно будет и вкусно! Все, сейчас рассол. У меня уже кипит вода, 2 литра. И добавляю 4 ложки соли. Самая обычная крупная соль. На литр 2 ложки. У меня, соответственно, 4. Перемешиваю. Ну все, соль растаяла, закипела. Отставляю в сторонку хотя бы на 5 минут, чтобы процесс бульканья остановился. Минут 5-7 это обязательно, потому что если мы сразу зальем кипятком, овощи как бы немножко, ну, не то пальто, короче, друзья. Доверьтесь моему опыту. Под банки обязательно ставлю или тарелки, или разнос какой-нибудь. И заливаем. Нужно залить максимально полные баночки. Это важно. Кабачки должны быть постоянно в рассоле. У меня 3 банки по 700 мл и 1 2-литровая. Почти 2 литра рассола. И хорошо, что останется немножечко. Я его солью в чашку и буду, если по необходимости, буду доливать. Потому что при закваске, брожении вода будет подниматься вверх. И чтобы все у нас было покрыто. Все, поехали. Это я прикрою блюдцем, а эти просто крышечками. Ничего не закручиваю, чтобы воздух заходил-выходил. Все, оставляю при комнатной температуре минимум на 3 дня. Все. Ну а у нас и эти подоспели. Чудо-крышка Сережина. Опа. Сливаю эту воду. На ней можно сделать и маринад, а можно и новую водичку. Ой, вижу, хорошо баночки Аня понаталкивала. Это хорошо. Я сразу все сливаю. И снова заливаю кипятком и оставляю на 10 минут. Все. Ну, красота! Ну, а сейчас маринад для кабачков. У меня уже закипает 1,5 литра воды. Добавляю 70 граммов соли обычной, 190 граммов сахара. Когда содержимое кастрюли закипело, выключаю нагрев. Вливаю 190 мл 9% уксуса. Перемешиваю. И маринад готов. Сливаю баночки. И заливаю маринадом. Тоже под самые завязки. Закручиваю хорошо. Сережечка, потом проверишь. И укутываем. Оставляем тогда полного остывания. Хранить банки можно и в прохладном месте, а можно и просто в тумбочке на кухне. Этого маринада хватит на 6 банок, 750 мл объем. А эти будем продолжать наблюдать. На второй день кабачки уже поменяли цвет. Вижу такое бурление. Проверяем, есть ли водичка. Да, у нас баночки полностью все покрыты. Эти были под грузиком немножко. Покажи, Сереж, как идет бурление. Смотрите, пузырьки. Все, оставляю еще. С завтрашнего дня уже буду пробовать. Как только вкус меня устроит, сразу и продолжим. Все, пахнет очень вкусно уже. Снова прикрываю немного, чтобы был выход и заход воздуха. Эти вот так. И все, ждем. Кастрюлю с водой на огонь. 1 литр. Столовая ложка соли. Пусть закипает. Сегодня ровно 3 дня, как я заквасила кабачки.
Я попробовала, по вкусу все замечательно. Хозяюшки, у меня быстро заквасились из-за того, что я в кабачки добавляю морковь. Она дает такой ускоренный результат закваски. Эти баночки мы сейчас сольем. Здесь уже Аня переполовинила. С этой я ничего не буду делать. Просто закрываю и ставлю в холодильник. Я ее и так съем. Так. Вот, наконец-то у нас полный холодильник. Продвинемся дальше. Эти баночки я сливаю. Видно, на дне образовалась молочная кислота. Видно, да, белый налет? Это хорошо, значит, мы все сделали правильно. Есть. Когда закипела вода, опа, заливаю баночки под завязки и закручиваем. Ну тут, Сережечка, ты мне поможешь, да, как и в прошлый раз. Все то же самое переворачиваем, укутываем и оставляем до полного остывания. Со временем, когда банки остынут, через некоторое время они могут помутнеть. Это нормально. Пройдет время, осадок осядет, и они снова станут прозрачными. Пробуйте, друзья. Рекомендую.